Жизнь современных городов немыслима без системы развитых коммуникаций, пассажирского транспорта и сети подземных металлических сооружений, обеспечивающих подачу воды, газа, тепла и электроэнергии к жилым массивам и промышленным предприятиям. Дорогостоящие и металлоемкие подземные стальные газопроводы имеют амортизационный срок службы не менее 50 лет. Однако в реальных условиях они в ряде случаев выходят из строя значительно раньше указанного срока. Причиной этого является коррозия. Наиболее интенсивная коррозия газопроводов вызывается блуждающими токами рельсового электротранспорта. Схема показывает, как блуждающие токи электротранспорта попадают на газопроводы. Возвращаясь к своему источнику, они стекают с газопровода в грунт и вызывают коррозию металла. Своевременное обнаружение опасных так называемых анодных зон имеет поэтому первостепенное значение. Чтобы обнаружить анодную зону, требуется произвести измерение потенциала газопровода по отношению к Земле. Электродами сравнения служат переносные медносульфатные электроды. Перед замерами их проверяют и в случае необходимости доливают в корпус раствор сернокислой меди. Электрод устанавливают в рыхлый увлажненный грунт. Следует помнить, что электроды данного типа нуждаются в тщательном уходе. Они не приспособлены для работы в зимних условиях, и их можно использовать непрерывно только в течение нескольких часов. На экспериментальном заводе Академии коммунального хозяйства налажен выпуск нового медносульфатного электрода сравнения МС-АКХ. Он предназначен для непрерывной работы в течение ряда лет, что обеспечивается медленной фильтрацией загущенного электролита через пористое дно корпуса. Электролитом заполняют корпус электрода только один раз в заводских условиях. Собранный электрод герметизируют гидроизоляционным составом. Электрод МС-АКХ весит около 3 килограммов, и высота его корпуса не превышает 25 сантиметров. Его устанавливают в траншею строящегося газопровода, а на действующем в специально отрытом шурфе. Электрод располагают таким образом, чтобы дно корпуса находилось на уровне оси симметрии газопровода, а расстояние между стенкой трубы и корпусом электрода равнялось 50-100 мм. Электрод засыпают просеянным грунтом. Грунт увлажняют, а соединительные проводники от электрода и газопровода выводятся на поверхность земли под стальной или чугунный ковер. В выявленных анодных зонах защита газопроводов от коррозии осуществляется различного типа поляризованными дренажами, при помощи которых блуждающие токи возвращаются к своему источнику. Наиболее эффективны в работе усиленные дренажи. В последнее время получил применение автоматически усиленный электродренаж типа УД-АКХ. Он автоматически поддерживает стабильный уровень защитного потенциала газопровода, независимо от изменения тяговой нагрузки электротранспорта. Для этого управляющий блок подключен к подземному газопроводу и к электроду сравнения. Основными узлами автоматического усиленного дренажа являются управляющий и силовой блоки и дроссель насыщения. Эффективность работы дренажа контролируется регистрирующим прибором. УД-АКХ надежно обеспечивает защиту газопроводов. В зонах влияния блуждающих токов метрополитена и на участках, где сети трубопроводов сравнительно отдалены от рельс электротранспорта, основным средством защиты подземных газопроводов от коррозии служат станции катодной защиты.
В станции типа АКС-АКХ также применена система автоматического регулирования режима работ. Основными узлами этой станции являются блок фазосмещающего устройства, и транзисторный усилитель постоянного тока. С целью унификации установок электрозащит различных типов, выпускаемых многими ведомствами, Академией коммунального хозяйства разработан нормальный ряд защитных устройств. Автоматическая катодная станция ПАСК является первым электрозащитным устройством этой серии. Запорожским заводом также подготовлены к выпуску в 1973 году серии катодных станций без автоматического управления ПСК, серии электродренажей ПД и автоматических электродренажей ПАД. Эффективная работа защитных устройств во многом зависит от правильного выбора места их установки. Решить эту задачу помогает передвижная лаборатория ПЛЗК-АКХ. Лаборатория оснащена электрогенератором, что делает возможным работу ее приборов без подключения к городской сети. Путем простейших переключений осуществляется выбор типа защитных устройств, определение их параметров одновременно для нескольких подземных сооружений. Специальные ячейки, оборудованные в машине, делают безопасной транспортировку самопишущих и регистрирующих приборов. Кабель длиной в 400 метров помещается на специальном барабане. Присоединение схемы лаборатории к подземным сооружениям осуществляется с помощью выводных клемм на внешнем щите. Внедрение новой техники будет способствовать увеличению срока службы газопроводов и их безаварийной эксплуатации в городах и населенных пунктах.